Об этом мне порассказывали местные, я удивилась, как они вообще здесь живут. Оказывается, божьи коровки очень больно и сильно кусаются. В Анапе нет работы. Средняя зарплата получается около 15 тысяч рублей. Цены поднялись почти в 2 раза. Дети вынуждены сидеть за партами втроем. Иногда у кого-то нет горячей воды, у кого-то холодной, иногда просто свет выключают. Мне кажется, что многим здесь понравится. Сейчас опять начнет. Всем привет! Сегодня поговорим о минусах жизни в Анапе. Я пожила здесь сама и пообщалась с местными жителями. И расскажу вам, с какими они сталкиваются проблемами и почему молодежь так стремительно бежит из Анапы. Я надеюсь, что помогу вам решить, стоит ли переезжать в Анапу на ПМЖ. Я считаю, что не нужно стараться угодить всем и что нужно всегда говорить правду. Ставьте лайк, если вы со мной согласны. Поехали! Первый и, пожалуй, самый главный минус жизни в Анапе – это стремительный рост цен на недвижимость. До 2020 года квадратный метр в Анапе стоил около 60 тысяч рублей. И сейчас цены поднялись почти в 2 раза. То есть квадратный метр стоит в среднем уже около 120 тысяч рублей. Я изучила рынок недвижимости, посмотрела, сколько здесь стоят новостройки, и очень удивилась. Например, сейчас есть комплекс, в котором можно купить студию размером 20 квадратных метров за 3,5 миллиона рублей. И эта студия площадью всего 20 квадратных метров. Я за те же деньги в этом году купила однушку в Турции. Причем площадь у нее в 2 раза больше, около 50 квадратных метров. И это в 15 минутах от моря. В классном комплексе. Я вам оставлю ссылочку, где я делала подробный рассказ о том, какая у меня будет квартира, какой там будет комплекс, что в нем будет. Посмотрите, и вы увидите, какое жилье можно купить за те же деньги в Турции. Мне кажется, что выбор очевиден, куда потратить эти 3,5 миллиона. Говорят, что цены в Анапе продолжат расти и в скором времени достигнут уровня сочинских. Поэтому люди предпочитают переезжать в другие города и покупать более дешевую недвижимость. А еще в Анапе есть проблемы долгостроев. Например, если комплекс пообещали сдать в 2022 году, то жильцы даже не думают, что они туда въедут в ближайшее время. Они рассчитывают, что где-то в 2026-2027 году их комплекс будет сдан. И поэтому тоже не все стремятся покупать квартиры. Кроме того, есть такая замануха от застройщиков, то, что можно будет купить как под инвестиции квартиру, либо сдавать ее, либо потом перепродать. Но местные жители тоже в это не верят и говорят, что это никогда не окупится, поэтому покупают квартиры только для себя или вообще отказываются от покупки и копят на переезд в другой город. Надо валить отсюда, брат. Надо валить отсюда, ну-ка бегом. Давай помчимся, как львы. Второй минус Анапы – это сезонность. Сезон здесь длится примерно с середины мая до середины сентября. В это время в городе оживленно, много туристов, много развлечений. Но как только наступает осень, как только холодает, все начинает постепенно закрываться. И многим людям становится здесь попросту скучно, особенно молодежи, им даже некуда пойти. Допустим, в октябре стоит еще хорошая погода, и вам захотелось сесть на берегу моря и поесть где-то шашлычок. Вы придете в свое любимое кафе, и окажется, что оно закрыто, потому что сезон уже прошел, туристы уехали, и невыгодно работать. И придется, конечно, поискать открытое кафе, потому что, примерно половина из них уже будет закрыта. В пригородах вроде ДжМТ или Витязева найти открытый кафе еще труднее. Я была в ДжМТ недавно, в ноябре, и мне казалось, что как будто люди спешно покинули город, потому что закрыты были многие магазины, лавки, кафешки. Вообще очень сложно было найти хоть что-то. Я не знаю, мне кажется, люди там постоянно долго не живут, по крайней мере, их там очень мало. Я вообще почти людей не встречала. В центре Анапы как бы оживленно, а вот на окраинах уже гораздо тише, гораздо спокойнее. В общем, курортная жизнь замирает, и Анапа тоже замирает. Следующий минус вытекает из предыдущего. В Анапе нет работы. Местные жители пожаловались, что большая часть рабочих мест так или иначе связана с туризмом. А так как сезон здесь достаточно короткий, то и с работой здесь то же самое. В среднем высокий сезон, то есть летом, в мае и в сентябре люди получают около 30 тысяч рублей. Как только туристы уезжают, зарплаты урезаются примерно в 2 раза. Средняя зарплата получается около 15 тысяч рублей.
рублей. Это мне говорили местные жители, которые жалуются и говорят, что они очень хотят переехать в другой город, потому что в Анапе невозможно работать большую часть года. Чаще всего местные из-за этого хотят уехать хотя бы в Краснодар, но в лучшем случае, конечно, в Москву. В Москву ехать надо. В Москве вся сила. Следующий минус будет актуален для молодых семей. В Анапе сложная ситуация с детскими садами и школами. Как оказалось, очередь в садик здесь достигает 6000 человек. А школ здесь всего 6, сейчас строят 7-ю, и весь город этого очень ждет. Вообще классы в Анапе переполнены, в них учатся иногда по 50 человек, и дети вынуждены сидеть за партами втроем. То есть отдать ребенка в школу или в садик это не так-то просто. И, конечно, молодые семьи хотят уехать в другие города, опять же в Краснодар или в Москву, чтобы жить было комфортнее. А еще молодым семьям с детьми здесь особо некуда пойти, вне сезон все закрывается, и поэтому многим становится здесь скучно. Нечем развлечь детей, нечем развлечься самим. Поэтому, конечно, хочется куда-то уехать. Следующий минус – это то, что Анапа слишком медленно развивается. Возможно, если бы в нее вкладывали столько же денег, сколько вкладывают в Сочи, Анапа была бы просто шикарным курортом, и здесь бы было комфортно жить в любое время года. Но сейчас, к сожалению, это не так. Например, здесь всего один торговый центр, и в нем всего один кинотеатр. И выбор фильмов в нем достаточно ограничен. Я вот хотела сходить здесь в кино, но даже не нашла на что пойти. И вообще в городе чувствуется, что он немножко застрял в 90-х. Например, гуляешь по городу и видишь такие магазины типа Олеся, 33 красотки, Парижанка. Такие, знаете, как были в 90-х, где продают одежду с рынка, а не какие-то, брендовые, например, магазины или что-то еще. За этим нужно ехать именно в этот один торговый центр. Ну и вообще развлечения тоже немножко тут устаревшие, такие, как были в 90-х. Хотелось бы, чтобы здесь появились какие-нибудь канатные дороги, аттракционы, хотя есть один парк аттракционов, но хотелось бы видеть еще что-то более современное. Согласен. Следующий минус в том, что в Анапе много бытовых проблем. Об этом мне порассказывали местные, я удивилась, как они вообще здесь живут. Во-первых, это канализация, которая воняет все лето. С этим ничего не могут сделать. Говорят, в Анапе какая-то проблема с дренажной системой, поэтому летом, когда наплыв туристов, вода просто не успевает куда-то утекать и поднимает вот этот вот запах из канализации, и поэтому дышать в Анапе просто нечем. К этому примешивается запах водорослей. Я думаю, об этой проблеме вы точно слышали хотя бы раз, то, что летом в Анапе цветет море. Я думала, это все преувеличение, не может такого быть, но на самом деле водоросли есть здесь даже вне сезон, и запах от них настолько ужасный, что на берегу находиться долго не хочется. Следующая проблема в том, что море здесь есть, но купаться местным по сути негде. Многие не хотят выходить к морю из-за того, что там много туристов, не пробраться, море грязное, пахучее. Иногда там случаются какие-то проблемы, говорят, что даже прорывает канализацию в море, не знаю, правда это или нет. Плюс в море в какое-то время становится опасно купаться из-за кишечной палочки. В общем, живешь у моря, но по сути очень редко купаешься, только когда выезжаешь куда-то за город. Еще одна напасть сначала показалась мне забавной. Говорят, что в июне и в июле в Анапе нашествие божьих коровок. У них какой-то брачный период или что-то такое, и они прилетают в Анапу размножаться. Я думала, это так здорово, весь город в божьих коровках, это так красиво, но на самом деле они доставляют огромные неудобства, потому что, оказывается, божьи коровки очень больно и сильно кусаются, и потом люди ходят в таких кровоподтеках и не знают, как это лечить, и если вовремя что-то с этим не сделать, то может все воспалиться, и, в общем, ужасные последствия, и просто находиться на пляже неприятно. Так что божьи коровки — это, оказывается, большая проблема. А еще в Анапе система ЖКХ часто не справляется с нагрузкой, особенно, конечно, в летний сезон, когда здесь много туристов. Поэтому здесь постоянно возникают проблемы с перебоями света и воды. Воду могут отключать прям на целый день, иногда дают по графику, иногда у кого-то нет горячей воды, у кого-то холодной, иногда просто свет выключают. Но люди как-то решают эти проблемы, кто-то устанавливает себе водонагреватели, защищают свои электрические системы специальными генераторами, чтобы не повредились приборы, но все равно жить в таких
таких перебоях как-то не очень комфортно. Люди к этому со временем привыкают, но первое время это многих раздражает, и поэтому кто-то сюда переезжает на ПМЖ, но тут же отсюда уезжает, потому что невозможно с этим смириться. Хватит это терпеть! Следующим минусом тоже поделились со мной местные жители. Оказывается, жизнь в курортном городе очень непростая. Летний наплыв туристов омрачает им жизнь. Отдыхающие со всей страны съезжаются в Анапу, и они приезжают в отпуск. Они не думают о том, что здесь постоянно кто-то живет. Они могут спокойно прийти во двор и начать там какие-то посиделки, очень громко слушать музыку, кричать, смеяться. А у кого-то в этом доме открыто окно, потому что на улице жарко, и спит ребенок, например. Или кому-то рано вставать на работу. Но туристы, конечно же, об этом не думают. Кроме того, они могут просто посидеть и оставить после себя гору мусора, а люди выходят с утра в свой двор и видят бутылки, бумажки. Это, конечно, все очень неприятно. Ну и вообще некоторые туристы не думают о том, что они оставляют после себя или как они себя ведут, а местные за всем этим наблюдают. Конечно, жить в таком городе не всегда комфортно. И вообще кажется, что ты живешь не в своем городе, как будто его кто-то захватил. И поэтому меня уже не удивляет то, что говорят о том, что жители Анапы не любят туристов или вообще жители курортных городов не любят гостей. Мне кажется, после такого поведения, тут трудно остаться позитивно настроенным к ним. Добавьте немножко позитива. Но несмотря на все эти минусы, которые я перечислила, мне Анапа понравилась. Я жила здесь вне сезон, и мне было действительно классно. Конечно, я бы не хотела приехать сюда летом. Мне кажется, что я бы испортила себе впечатление об этом хорошем городе. Но переезжать на ПМЖ я бы, пожалуй, тоже не стала. Но думаю, что есть люди, которым здесь понравится. Если вы не привязаны к своей работе, например, работаете в интернете, или, может быть, вы пенсионер, который накопил уже на квартиру, может ее купить, сразу въехать и спокойненько жить, не думая о заработке. Тогда в Анапе вам точно будет хорошо, особенно если вы не гонитесь за какими-то развлечениями. Конечно, в Анапе всегда можно поехать на выходные, например, в отель и просто отдохнуть. Я была здесь в отеле на «Все включено», оставлю для вас ссылочку в описании. Посмотрите, какие классные есть отели в Анапе, какой здесь хороший «Все включено». Еще в Анапе действительно классные пляжи, и можно найти участки, где нет этих пахучих водорослей, просто гулять, дышать морем. Я сказала водорослей? Нет этих пахучих водорослей. Здесь хороший променад, по нему тоже очень классно гулять, особенно когда здесь нет наплыва туристов. Здесь очень красиво, очень хорошо. Идешь, с одной стороны морем любуешься, дышишь, с другой стороны у тебя сосны. В общем, город очень красивый, очень хороший и душевный. Мне кажется, что многим здесь понравится. Так что я вам советую приехать в Анапу, пожить какое-то время, присмотреться, понравится ли вам здесь, обратить внимание на минусы, посмотреть, как они на вас отражаются, и потом уже решать, стоит ли переезжать сюда на ПМЖ. Поддержите меня лайком, если вам интересны такие выпуски о минусах жизни не только в Анапе, но и в других местах. Обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще очень много интересного. Пока!